приятно, что я первый. Мне дико понравилось. А, ты снизу. Я снизу, а ты сверху. А ты думал, что ли, наоборот? Да. А если тебе бы предложили слить инт за 10 миллионов долларов, Хорошая сумма, ради нее можно задуматься. а вас проверяют на допинг? Большинство, на самом деле, киберспортсменов сидят. Какие-то стимуляторы, они заканчиваются, и начинаются уже какие-то проблемы. Эндорфинов больше нет. Ну, как бы ты приплыл на следующую игру. Любишь ли ты хинхлай? Размылось это понятие задротства. Ты долларовый миллионер. Хорошо звучит. Сыграем еще раз? Да, если хочешь. Давай, мне понравилось. Всем привет, меня зовут Маша Командная, вы смотрите «Командос». Про доту говорят, что это покер, в котором 5000 карт, или шахматы, в которых 6000 фигур. Так или иначе, киберспорт – это давно уже не маргинальное зрелище, он собирает стадионы. А игроки в доту зарабатывают миллионы. Кстати, Владимир Нунмененко свой первый лям-то уже заработал. Вы можете выиграть футболку с его автографом. Что для этого нужно сделать, рассказываю. Во-первых, подписывайтесь на канал «Командос», ставьте лайк этому видео, а также оставляйте в комментариях свой вопрос Нуну. Он выберет самый классный, ответит на него в своих соцсетях, ну а вы получите футболку. Всем кайф! Вов, тут небольшая неувязочка вышла, потому что сразу несколько людей из киберспорта попросили меня, чтобы я спросила у тебя, как ты придумал свой ник, Нун или No One. Они сказали, что им как бы неудобно тебя спрашивать, а мне стесняться нечего. Этот ник я придумал в 2015 году где-то. Я играл в WoW довольно долгое время. Как раз когда переходил на доту, я очень увлекался игрой одного игрока, и у него был ник No One. И я решил, что мне, в принципе, понравился этот никнейм, но я немного состилил его, скажем так. А когда тебя начали называть Нуном, ты ок с этим, не ок? Ну, это же русская комьюнити, то есть мне без разницы, даже приятно, что как бы можно интерпретировать в разных таких формах. Ты помнишь свой первый комп? Да, я даже помню, как он у меня появился. Я вышел из больницы после операции, не знаю, 8 лет где-то было. А что была за операция, если не секрет? Доброкачественная опухоль, если не ошибаюсь, это была. Я уже не помню, честно, как это называлось, но что-то вроде этого было. Я был маленьким, после этого я этим вообще не интересовался, я забыл. Пролежал в больнице, вышел, и тогда у меня дядя как раз купил компьютер себе лично, но я сидел там, помню, в НФС, рубился постоянно, в Counter-Strike еще 1.6, который был. Это был, наверное, один из лучших дней моей жизни в тот момент. Я помню, когда у меня в детстве был компьютер, то я сидела, наверное, после школы по 5 часов, там играла в Героя Меча и Магия. Ну, чтобы поиграть в компьютер, мне приходилось бороться со своим дядей. На следующий на очереди был брат. И в третьем в игру вступал я. Это было примерно так, что я просыпался ночью, чтобы в него поиграть перед школой. Там, вот. А родители нормально на это реагировали? А родители... Мама с папой тогда не жили с нами. Я жил с бабушкой, братом, дядей. Бабушка, я учился в школе хорошо, поэтому, мне кажется, им не особо их это парило, скажем так. Мне очень хочется, чтобы ты рассказал про свое детство. Я так понимаю, что ты из простой семьи, что ты такой, настоящий простой парень из Херсона. Хорошо звучит. Я родился в довольно бедной семье. Моя бабушка, я очень люблю ее. Считаю ее героем, потому что она взрастила всех нас в одной квартире. Мы жили вшестером. Я, дядя, бабушка, брат, прабабушка и иногда отец. А сколько комнат было в квартире? 3. Угу. Но они были маленькие, поэтому я всегда жил с братом в комнате до примерно, не знаю, 16-17 лет, когда уже как раз дядя приехал. А в какой момент ты понял, что у тебя может быть будущее в киберспорте, что ты действительно можешь играть профессионально? Начал играть, потому что посмотрел второй International, и там играли на Тосфинса против IG, как раз гранд-финал. И я решил, для себя поставил, действительно, я помню в тот момент такую цель, почему я не могу. Простой вопрос себе задал, почему я не могу так же. И с этого момента у меня не было уверенности никакой, у меня не было ничего такого, чего все хотят услышать. Просто я играл. И вот я здесь. В какой момент у тебя появился доступ к компьютеру, что ты смог играть там по 20 часов? Довольно долгое время я играл, когда еще в школе в 10-11 классе как раз. Я играл по 3 часа максимум в день, брат у меня забирал компьютер, но я играл уже даже на полупрофессиональном уровне и зарабатывал деньги. И когда у меня появились первые деньги, как раз позволил себе первый компьютер. То есть я помню, я не мог играть с командой, тренироваться, и мой тиммейт, как раз мой тренер Арзи, который на данный момент, он упрашивал моего брата по скайпу дать мне поиграть. Это было очень забавно со стороны, честное слово. Я смотрел на его лицо в тот момент, когда его упрашивал. Он говорит, да, конечно, дам 2 часика, без проблем.
ты сразу определился со своей ролью в доте? То есть ты там решил, что ты мидер Да. сразу? Да. Как? Почему? Потому что я увидел Дэнди. Это был такой иконой тогда доты на тот момент. Не то чтобы я прям кланялся, что ли, я не знаю, или я просто посмотрел, и мне очень понравилось, импонировало то, что он делает, как он это делает, как он себя показывает, как он шутит в камеру и как он играет, в принципе. Я решил, что это, наверное, такая крутая роль, потому что он был очень захайплен на тот момент, и мне хотелось, наверное, того же. А как ты считаешь, ты сейчас такой же захайпленный, как Дэнди был тогда? Нет, он до сих пор больше, чем, наверное, все в СНГ. Этого не изменить. А есть какой-то герой в доте, который тебя бесит, которым тебе играть, потому что, может быть, некомфортно? Течис. Почему? Потому что этот герой, вот он прямо, вот, когда он есть в игре, он меняет всю игру и всех бесит. Вот, даже с кем он играет и против кого он играет, всех он бесит. В январе этого года на мейджоре в Китае на одной из игр у вас заболел капитан. И, соответственно, твой друг Арзик вышел, тренер команды Virtus.pro, вышел и стал одним из твоих тиммейтов. Насколько тебе было комфортно играть со своим тренером? Это же вообще была какая-то непривычная такая ситуация. В плане комфорта немного чувствую, что не хватает чего-то, конечно, но Арс даже свое что-то особенное привнес к нам. Вот, но было очень круто, потому что тебя это зарядило энергией. Ты прям вот играл, и ты чувствовал, что вот если ты выиграешь, ты, в принципе, я не шучу, ты сделаешь историю. Ни одна команда в мире еще не выигрывала LGD на мейджоре, проходя дальше по сетке винеров с тренером. Мне кажется, это заслуживает как минимум уважения к нашему тренеру. Да и к вам тоже. Мне очень нравится команда LGD, потому что, ну ты знаешь, я футбольный журналист, а они сидят в майках PSG, потому что у них одни и те же владельцы. Ну, да. Совсем недавно у вас в команде поменялся капитан, то есть больше это не Соло, теперь это Рамзес. Почему? После International у нас была проблема в команде, мы проиграли его, заняли 6-е место, и, естественно, нас это всех не устраивало, но менять никого мы не хотели, потому что, в принципе, даже не могли. Не потому, что мы остались друзьями, а потому что мы понимали, что, во-первых, мы можем выигрывать, мы выигрывали, в принципе, весь год до этого, и прошлые неплохо так выступали. Но 2 года подряд у вас на Инте 5-6 место. Ну да, есть такая беда, скажем так. Ну вот, и поняли, что как на тот момент Леха, точнее, капитан, Соло. Алексей Солоберезин, он не смог уйти из команды и не смог изменить что-то в команде. Он не хотел никого кикать, потому что как бы отношения уже состоявшиеся и дружеские тоже, наверное. И он набрал эту команду, по сути, практически. Да, Рамзес тоже не хотел уходить никуда. Они 2 таких внутриигровых капитана, и у нас вот на них все, в принципе, закручено, скажем так, винтами. Мы решили, что давайте что-то менять. Леха отходит от дел полностью, потому что он очень устал, морально истощен за весь год. Все же роль капитана, на самом деле, очень сложная роль, и тебе требуется иногда принимать сложные решения, решать конфликты и так далее и тому подобное. И тут есть много подводных камней в этом. И решили, что Рамзес может стать капитаном. Он долго сомневался в этом, но все же принял решение, что может попробовать себя в этом амплуа. А ты бы смог стать капитаном? Честно сказать, я не знаю. То есть, возможно, но при определенных обстоятельствах и с определенными игроками я, возможно, мог бы. Но сейчас с этой командой я уверен нет, потому что я еще слишком молод, не умею иногда доносить свою мысль правильно и не так хорошо разбираюсь в игре, как они в том плане, чтобы быть капитаном. Ну, раз уж мы заговорили про капитана команды Virtus.pro, у меня есть небольшой сюрприз для тебя. Вопрос от Рамзеса. Специально для программы «Командос». Маман, я знаю, ты любишь аниме. Любишь ли ты хинтай? Я что? Не смотрю этот жанр аниме. А что это за жанр? Я просто эту шутку даже не поняла. Это аниме-порно. Понятно. Теперь поняла. Спасибо большое. Поговорим на серьезную тему. International. Раньше все думали, когда же Александр Овечкин возьмет Кубок Стэнли, а теперь все думают, когда же Virtus.pro возьмет International. Вы сами как-то для себя определили, почему 2 года подряд у вас не получалось выиграть? Ну, это... Но я вижу, что это больная тема для тебя. Да нет, это не больная тема. На такие вопросы сложно отвечать. Ты приезжаешь на турнир, вот мы проиграли прошлый турнир. Вот, буквально неделю назад. Ну, в Китае. Да. Но мы заняли там 2-е место. Если бы мы заняли на International 2-е место, у нас бы, конечно, было получше, но тот же вопрос, скорее всего, был, почему не выиграли? Это же зависит от тысяч факторов всегда. Но, по сути, возможно, проблема в какой-то неуверенности в себе на самом главном турнире. Или другие больше подготовлены были. Или мы не так сыграли. Я не знаю, на этот вопрос нет однозначного ответа.
Как ты думаешь, когда ваша команда выиграет Инт? Я не загадываю, но очень надеюсь, что это произойдет в этом году. Ты много раз По крайней мере, говорил, мы сделаем все возможное, чтобы сделать это. ты много раз говорил, что твоя цель, мечта всей твоей жизни выиграть Инт. Ну, у меня нет сомнений в том, что ты его выиграешь. А дальше-то что? Вот это вот хороший вопрос. Я общался об этом с Куроки, с победителем как раз-таки 7-го International. Он сказал, что в день, когда он выиграл, он это в интервью даже, я помню, писал, он почувствовал пустоту, и он не знал, что делать дальше. Потом он уже проснулся и как бы так и сяк уже решал, что делать. Я не знаю, как будет дальше. То есть у меня в жизни есть много каких-то мини-целей и так далее. Пока что основная это вот International. Какие еще у тебя есть мини-цели? Ты говоришь, что у тебя их много. Ну, я назову парочку, потому что сейчас так их и не вспомнить. Но они такие, они на стадии, вот, когда вот хочется попробовать, но руки не доходят. Это я бы хотел научиться готовить. Я бы хотел научиться играть на пианино. Я бы очень хочу, на самом деле, заняться боевыми искусствами. Но с тем, что я постоянно играю, это просто невозможно. Во-первых, потому что травмировать можно себя. А все остальное это очень много времени отнимает. И в принципе. То есть это очень сложно. Это можно делать, я не спорю. Но когда ты не отдаешь себя на 100% в игре, это может пагубно на тебе сказаться. Меня, знаешь, что еще интересует вот касательно прошлого Инта? Вы очень рано, он проходил в Канаде, вы очень рано приехали в Канаду, у вас были долгие сборы, вы действительно тренировались в поте лица, как бы сказали мои коллеги. Бывает ли в доте синдром перетренировки? И, конечно. Расскажи. Мы по этому поводу очень много спорим. Каждый раз там Роджер и Соло очень об этом вот прям дискутируют постоянно. Потому что Роджер всегда хотел играть много, но Соло знает, как бы, что можно играть на самом деле там по 5 игр в день, и этого будет вполне достаточно. Не нужно играть по 15 в твоей нынешней форме, чтобы даже поддерживать или улучшать. Когда ты достигаешь чего-то, ты должен отдыхать постоянно. У тебя есть форма, и ты должен ее просто поддерживать, но при этом не перенапрягать. Мы приехали, мы играли очень много, мы сыграли что-то вроде 160 игр за 2 недели. Это по 8 часов в день, это просто ты сидишь с командой, играешь каждый час. При этом мы еще играли тренировки до, это паблики называется, и после. Это было слишком. Расскажи, пожалуйста, что такое для киберспортсмена быть в форме? Во-первых, это всегда хорошо выступать в любой ситуации. То есть у тебя плохая ситуация, ты можешь вернуться в игру. У тебя хорошая ситуация, ты покажешь на то, что ты способен. Ну и, в принципе, выступать на должном уровне тебе. Вот. Ну это простыми словами такими. Ты знаешь, во многих видах спорта сейчас игроки тяготеют к тому, чтобы быть универсалами. Как ты думаешь, вот Дота, она к этому идет или останутся вот эти вот четкие разделения ролей? На самом деле мне бы хотелось, чтобы это когда-нибудь было, потому что это идеальная игра в Доту, я считаю, называется. Когда все могут играть на всех ролях, обманывать соперника постоянно, переставлять фигуру на доске так, как тебе удобно. То есть, но сейчас, к сожалению, это очень редко бывает, когда можно там переставить 1-2 фигуры. К этому, возможно, по чуть-чуть идет, но я не уверен в этом. Я посмотрела документальный фильм True Sight о том, как вы играли финал мейджора в Киеве. Вы очень много ругаетесь матом. Почему? Ну, так намного проще доносить, на самом деле, информацию у нас в команде. То есть можно за буквально 3-4 слова донести информацию от полного абзаца. Ну, назови мне какое-нибудь слово матное, я тебе скажу, как это без мата сказать. Не, ну иногда это просто эмоции, на самом деле, то есть тоже я могу приукрашивать. В основном это просто эмоции. Вот сейчас киберспорт уже перестал быть такой андерграундной, маргинальной историей. Соло рекламирует жилет, Рамзес рекламирует Head and Shoulders. И ты сам стал себя вести гораздо аккуратнее, в том числе и в соцсетях. И, кстати, даже матом ты ругаться стал чуть поменьше. Это какое-то требование организации или это просто вот твое желание, это твое развитие? Тут целиком и полностью это мое развитие, потому что я понимаю, что когда ты показываешь себя публике, ты не должен выставлять себя, в принципе, в плохом свете, потому что на тебя смотрят люди. Это есть история как раз-таки с ломанием шмоток, если ты знаешь, о чем это. Что это такое? Это за что я, в принципе, очень сильно, так сказать, прославился, в кавычках. Понимал, что игра уже подходит к концу, я пытался побыстрее закончить, чтобы начать следующую с новыми силами. Но при этом я как бы подруинивал своей команде. То есть я разбивал свои артефакты и просто вставал на базе, чтобы мои тиммейты сдались и игра закончилась. От этого лучше не становится, наоборот, только ухудшается. И посмотрев на это, я понял, что нужно себя вести подобающе. А кого сейчас можно назвать лицом Dota 2, как ты думаешь? Прям лицом Dota 2. Это сложный вопрос. Сейчас слишком, мне кажется, много. Можно по регионам назвать, попробовать. Давай. Китай – это, наверное, Fly.
Америка, Артизи. По популярности я имею в виду. СНГ сейчас это Рамзес. У меня в связи с этим есть еще один вопрос от твоего товарища. Это Роман Дворянкин, генеральный менеджер команды Virtus.pro. Пожалуйста. Вован, пока ты сейчас гримируешься вот там за этой дверью, хочу спросить тебя, кому в нашей команде ты больше всего завидуешь и почему? Завидуешь ли ты Рамзесу, завидуешь ли ты Соло? Рассказывай. Нет, мы все в разных условиях, просто кто-то более чуток популярный, если в этом плане. Но, наверное, нет, просто ответ нет. Я никому не завидую из нашей команды, это было бы как-то некрасиво даже по отношению к ним. Такой тоже, наверное, не очень приятный вопрос. А ты когда-нибудь задумывался о том, что будет, если вдруг ты так и не выиграешь Инт? Задумывался. Не знаю, наверное, буду жить счастливую жизнь. Я и так сейчас наслаждаюсь по полной своей жизнью. Я не живу просто ради одной цели, от инта до инта. Я просыпаюсь с утра и думаю, сейчас вот 15 пабликов, и все, на этом день закончен. Нет, я наслаждаюсь своей жизнью по полной сейчас. Я в этом уверен. А сколько ты еще планируешь профессионально играть в доту? Нет, на этот вопрос однозначного ответа будет от ситуации зависеть. Ты когда-нибудь задумывался о том, кем бы ты был, если бы не был киберспортсменом? Да, не пришел ни к чему. Серьезно? Я на своем месте. Мы уже затронули немножко тему того, как ты изменился за последнее время. Дело в том, что еще несколько лет назад, как говорит одна моя коллега, ты был жиробасом. Почему ты решил перестать им быть? Не знаю, так намного проще жить. Серьезно? Когда смотришь в зеркало и тебе нравится, что ты видишь. Хорошо, ты пришел к этой мысли, ты стал ходить в зал, ты стал правильно питаться. Расскажи, это ведь не так-то просто, нужна сила воли огромная для этого. Я за, наверное, год скинул килограмм 20, но это было постепенно. Наверное, мотиватор была в то время девушка. Угу. Вот, с самого начала. Потом я уже пришел к тому, что я должен это делать для себя. И поначалу это было просто какое-то обычное питание. Сначала ты очень быстро скидываешь вес и просто занятия спортом обычное. Потом это просто вошло в мой режим, и я сейчас так живу уже. Хорошо. Еще один вопрос от твоей приятельницы. Ну, ее все знают в кибертусовке. Ее зовут миссис Марпл, Маша Ермолина. Сравнивая Вову 2016 года и Вову 2018, хочется спросить, планирует ли Вова 2020 побороться за звание Iron Man? Это вопрос? Отличный вопрос. Да не знаю, я не особо хочу сейчас меняться. Я пришел к тому, что мне сейчас нравится, в какой я кондиции. Как часто ты ходишь в зал? Каждый день. Каждый день? Сколько Уже 4 занимаешься? месяца. Я помню, с одного момента в своей жизни я просто решил как раз-таки, когда измениться, я дал себе слово ходить в зал каждый день. И что бы ни случилось, был ли у меня самолет 25-часовой, я бы сделал это все равно. Я бы вышел с аэропорта и пошел бы в зал. А ты сейчас находишься в Москве на буткемпе, Да. на Таганке, у вас там шикарная трехэтажная квартира. Там есть зал или ты отдельно в зал ходишь? Я купил себе тренажер на буткемп. Я Сколько тренажеров ты купил себе? один. Я занимаюсь только на одном. Я не хожу, я делаю только одну вещь, по сути. В день я просто по 30-60 минут занимаюсь на эллипсоиде. То есть ты не из тех, кто тягает Нет. железо? Я не могу, потому что когда я занимался, мне это очень сильно мешало играть. Это как-то глупо звучит на самом деле, но так и есть. Я чувствовал, что мне это мешает играть. У киберспортсменов и у обычных спортсменов много общего или нет? Да, очень много. Во-первых, это режим их жизни. Они от многого отказываются в пользу чего-то, то есть это равноценный обмен. Например, киберспортсмены отказываются, в принципе, от большинства своего времени в жизни, просто играя в игру. Потому что мы играли, каждый из нас тратил минимум по 10 часов в свое время. То есть у нас не было жизни, в принципе, социальной. Ну, там у Лехи была, у Соло, нашего капитана, и у Паши, скорее всего, потому что он тоже был социальным. А вот мы втроем, мы постоянно задротили и не видели жизни. На самом деле, я очень хотела в этом интервью показать, что между киберспортсменами и обычными спортсменами действительно много общего. И мне очень приятно, что Нун подтвердил эту мысль. Он признался, что действительно, чуваки, это такие же спортсмены. Просто они не по полю бегают, а сидят за клавой. А вас проверяют на допинг? Да. Но, к сожалению, не на всех турнирах. То есть на интернет-шеле, по правде говоря, не проверяли. Я не знаю почему. Это должно вести. Почему ты говоришь, к сожалению? Потому что есть какие-то догадки, что какие-то команды, не буду называть, возможно, что-то и вправду использовали. То есть это не инсайдерская инфа, это просто мысли людей. А какой вообще допинг может быть в киберспорте? Что это за вещества? Сейчас пытаюсь вспомнить, но, наверное, это какие-то стимуляторы. И есть какое-то средство, которое не запрещено в Америке,
и говорят, что на нем большинство, на самом деле, киберспортсменов сидят. Оно официально, оно не запрещено. И Adderall, по-моему, вот так вот называется это. И оно не запрещено, и вот на него... Но это на самом деле есть допинговая вещь, его нельзя использовать в спорте, если не ошибаюсь, и так далее. Какие-то стимуляторы, которые повышают твою реакцию, память, улучшают множество вещей просто в твоем организме. Ну, а, например, там кокаин. Я не знаю, мне кажется, это невозможно использовать в киберспорте, в принципе, потому что действие, я читал, что там 40 минут, игра может длиться час, а после этого упадок сил написано и что-то еще там. Я ничего про это не знаю. Я тоже не в курсе, но это просто это, наверное, невозможно даже использовать, потому что игры длятся дольше. Сначала пик идет, подготовка, пока ты зашел, такие нет. Но вот какие-то просто стимуляторы, которые немного улучшают тебя, это возможно, скорее всего, использовать. Ты говоришь, что ты была социальным, но сейчас ты производишь впечатление очень социального человека. Ты изменился? Да, очень сильно в эту сторону. И считаю, что нужно продолжать в том же двигаться, в ту же сторону двигаться. Потому что раньше я не мог даже поговорить с человеком, незнакомым мне, в принципе. Сейчас я могу сидеть и общаться с людьми абсолютно незнакомыми на разные темы, при этом улыбаться и получать удовольствие от этого. В какой момент ты понял, что тебе вот нужно меняться и работать над собой именно в плане большей социальной активности? Наверное, когда я приехал в первый раз на буткемп, когда я понял, что я, в принципе, не умею общаться с людьми, с новыми с моими тиммейтами. Тогда это было в Вегу, я приехал, перед International 2015 года. И вот в тот момент я осознал, что нужно меняться. Всем очень интересно, как попасть в киберспорт. Вообще, насколько это реально? Попасть в киберспорт, этот вопрос очень смешной, честно говоря. Ты играешь в игру, и если ты захочешь, ты этого добьешься. Ты играешь... Ты выкладываешься на 100% и дальше уже смотришь, получается, не получается. И от этого отталкиваешься. Все очень просто, на самом деле. Раньше там это имел вес твои ММР. Это рейтинг, который был в доте внутриигровой. Матчмейкинговый, вот. И тогда, например, 7000 казалось просто вот так вот, и кланялись люди и забирали в команду сразу же на расхват. То есть сейчас этого нет. Сейчас это не так уже важно. Сейчас я не знаю, честно говоря, как. Сейчас же новое какое-то обновление рейтинга вышло, да? Да, обнулили просто. Не новое. Оно просто обнуляется раз там в полгода и все заново. Но у тебя там какие-то смешные цифры, там 8000, что-то такое. 8700. 8700, это же немного. Это... Я читала комментарии, там половина комментариев. Ой, мне все 1000 очков для Дануна. Так это шутки. Это я 5-й в мире, по-моему. Не в мире, а в Европе. А как люди реагируют, когда понимают, что там с тобой играют? Были какие-то такие курьезные случаи? Да, это на самом деле иногда матчмейкинг неправильно срабатывает, ты попадаешься там, у тебя 5-й ранг, ты попадаешься с 2000-м. И там сразу какой-то дядька, прям вот дядька такой с завода, орёт: «О, здорово, Вован!» Вот так вот. А тебя часто, да, на улицах узнают? На улицах очень часто узнают. Ну что говорят? «Привет, как дела?» Или «Давай сфотографируемся». Вот вчера буквально сидел в парикмахерской в барбере, и мой мастер, который сзади стоял, я уже лежу там в час, он работает с шеей, и я уже так почти уснул и слышу сквозь сон там знакомые слова, там «Дота», «Роджер», там «Ты на ком играешь», что-то такое. И они там общаются уже минут 15, там шутят, я уже понимаю, как бы, что в чем дело, но они меня не узнают. Это комическая ситуация, потому что сидит парень рядом со мной, которого другой мастер, над которым другой мастер работает, смотрит на меня вот так вот делает. Ну? И мастера вот так вот делают. Что, серьезно, что ли? Вот такая вот реакция была. Просто комическая ситуация. Ты знаешь, меня тут стали обвинять в том, что я копирую формат Юры Дудя. Юр, привет. И я решила задать вопрос в стиле Юры. Ну почему нет? Очень часто тех людей, которые много проводят время за компьютером, называют задротами или дрочерами. Почему? Действительно ли киберспортсмены так много дрочат? Первое, я на первый вопрос отвечаю, это уже такая бородатая тенденция, этого уже нет на самом деле. Сейчас размылось это понятие задротства и так далее. Это на самом деле вот тоже можно так сказать. А второе, ну я не слежу, честно говоря, ни за кем, ну достаточно. Я не знаю, как обычные, наверное, парни.
И я очень хорошо понимаю консерн некоторых родителей, которые говорят о том, что там мой сын целыми днями играет за компьютером, я не понимаю, что с этим делать, а там вырастет он киберспортсмена или нет. Вот какой ты совет можешь дать, что делать в таких ситуациях именно родителям? Ты думал когда-нибудь об этом? Родителям? У меня были разные ситуации. Мне вырывали кабель интернетовский, мне не давали за компьютер сесть просто. Был бы я родителем, я бы, наверное, разрешал. Потому что, ну, то есть со своей точки, со своей колокольни, если посмотреть, потому что, как бы, пройдя этот путь, то есть мне это в жизни очень сильно помогло. В принципе, это вся моя жизнь сейчас, это компьютер. Но был бы я родителем, не знавшим этого всего, я был бы таким же, скорее всего. Есть ли какой-то шанс у человека, который в 30 лет решил стать профессиональным киберспортсменом, действительно им стать? Или это уже невозможно? У тебя должен быть фундамент чего-то. Ты должен на чем-то, от чего-то отталкиваться, как я говорил уже ранее. То есть у тебя он должен быть очень крепким, чтобы от него толкнуться. Потому что мне, чтобы от него толкнуться, мне нужно было, у меня был выбор. Либо я иду в университет, либо я как бы играю. И в тот момент, когда я шел в университет, я проучился там неделю, могу об этом рассказать, если будет интересно. У меня был очень простой шаг, потому что я поехал после своего второго уже турнира в Америку и выиграл его. Это был ESL 2015 года, мы выиграли с Vegas Squadron командой. И у меня был просто очень-очень крепкий фундамент для этого. А расскажи, пожалуйста, про свою университетскую историю. И я поступил в университет с хорошими баллами. И в первую неделю учебы, когда я пришел, отучился уже, там, начал вникать вот чуть, я уехал. Вернулся через 3 месяца, и мне мои сокурсники спрашивают, просто смотрят на меня, спрашивают меня, кто я. То есть я подхожу там, привет, там, ему, а ты кто? Вот так вот, мальчик. И я ушел после этого, потому что это невозможно совмещать. Я уехал просто на 2,5 месяца. И вернулся уже на первом курсе, не вникнув с самого начала, ты потом, в принципе, ничего не поймешь. Ну и доту, точнее, киберспорт и учебу очень сложно совмещать. Так ты так и не назвал факультет и университет. Ты про это Да. спрашивала? Это было ХНТУ, Херсонский национальный технический университет, и это была кибернетика. Ну, то есть я не знал, к чему мне тянуться в тот момент. Я выбрал, если я играю, то пойду на программирование. Киберспорт, кибернетика. Одно и то же. А ты сейчас думал о том, что, скорее всего, в какой-то момент ты захочешь, конечно, получить высшее образование? Да, меня уже спрашивали этот вопрос пару раз. Но тебя не спрашивали, куда ты пойдешь. Я все твои интервью посмотрела. Так я не знаю, куда я пойду. Ну, давай сейчас помечтаем. В том-то и дело. И я даже не знаю, на какой факультет или чем я бы занимался. Я просто знаю, что высшее образование – это то, что нужно получить в этой жизни. А что бы тебе хотелось от высшего образования? Социальной жизни, которую я не получил, будучи как раз киберспортсменом. В сознании многих людей киберспортсмены все равно не являются, так сказать, настоящими спортсменами. А вот как-то вы хотите, ваше сообщество, изменить это мнение общественное о себе? Потому что, например, гонорары ваши сравнимы с гонорарами в большом теннисе. Но, извини меня, где большой теннис, да, где киберспорт? Ну, это было бы очень круто выйти на на такую тенденцию, в принципе, на такой огромный рынок, как спорт, и стать спортсменами. Это уважительно, потому что миллиарды людей уважают спортсменов. Конечно, да. Киберспортсмены это кто? Это задрот. А все равно, так или иначе, киберспортсмены очень популярны сейчас. Есть так называемые охотницы за футболистами. А есть ли охотницы за киберспортсменами? Я не в курсе. Наверное, есть. За тобой когда-нибудь велась прям такая настоящая охота? Прям настоящей охоты не было. Написали девчонки, которым просто я импонировал. Вот. А ты сейчас находишься в отношениях? Нет. Ох, девчонки! Что ты ищешь в отношениях? Сейчас я не хочу, в принципе, отношений. У меня были отношения. Во-первых, они были такими подростковыми, можно так это назвать. Они были прям вот детскими, можно сказать. Не серьезными, но были чувства. И можно сказать, что мне девушка разбила, так сказать, сердце. Так сказать. Вот. И не поэтому не хочу отношений, потому что это мешает игре на самом деле. В самом начале, в отношениях у тебя всегда бьют эндорфины в голову, у тебя дикий заряд энергии, ты хочешь играть, ты хочешь делать все, у тебя все получается, что самое главное. Как будто вот все дороги перед тобой открыты. Это очень вдохновляет.
Потом это проходит, это состояние. И вот тогда начинаются проблемы. Вот эти проблемы, они очень сильно влияют на твое состояние головы, и это очень сильно влияет на твою игру. Подожди, ты хочешь сказать, что начинаются проблемы в отношениях или проблема в том, что вот этих эндорфинов больше нет? Они заканчиваются, и начинаются уже какие-то проблемы в отношениях как раз-таки. Может, они незначительные, маленькие, там, где-то слово за слово не то сказали, там, поссорились. Это на самом деле дико влияет. И ты на турнире, у тебя с тобой девушка поссорилась. Ну, как бы ты приплыл на следующую игру. Может быть, ты будешь, например, специально закрываться от отношений, чтобы она там не испортила тебе будущее, карьеру, и на инте все было хорошо в этот раз? Я так и делаю. Меня, кстати, очень заинтересовала эта мысль, что Нун старается не влюбляться, потому что личная жизнь и эмоции, которые ты испытываешь, влюбившись, влияют на то, как ты играешь. Мне вот интересно, когда он выиграет инт, изменится ли этот подход у него или нет? А вот если настоящие чувства к нему придут, вот сможет он от них убежать, от них скрыться или нет? Это интересно. Сейчас все твои тиммейты находятся в отпусках. Ты приехал в Москву на буткемп. Ты долларовый миллионер. Ты можешь себе позволить что угодно. Там, я не знаю, полеты на частных джетах, отпуск там на Мальдивах, на Багамах. Но тебе это все не нужно или что? Когда у меня появились первые деньги, у меня появились там с зарплатой $300. Мне этого уже хватало, я не особо парился. Я купил домой некоторые вещи, там, технику и так далее, и все, меня не беспокоило уже. У меня есть еда, такси и компьютер, и все, в принципе, наверное. Этого всего мне хватало. Потом появились друзья, и это, наверное, добавило красок в жизнь. Я не могла не обратить внимание на твои кроссовки. Ты вообще любишь кроссовки? Сникерхед? Чуть-чуть. Чуть-чуть? Сколько у тебя дома пар кроссовок? 2. Всего? Да. 3. Третья для вот как раз-таки эллипсоида, чтобы заниматься. А вот вторые, которые модненькие, они какие? Тоже у 3. Угу. А почему тебе нравится эта марка? Я не знаю, я никогда особо не был модником, и вот как раз ссылался на то, что в команде есть люди, которые в этом очень сильно разбираются, и мне не помогли. Просто показали. Я такой, это и вправду круто. Ну, то есть это удобно, во-первых, что самое главное, а во-вторых, это неплохо смотрится. Ну, я согласна, что Йоджи Ямамото в полном порядке. Есть люди, у которых там луки, как это говорится, там просто безумные деньги, там $100 000 есть даже. Ну, это за границей там где-то. Но тебе это непонятно просто, да? Нет, никогда. А ты когда-нибудь думал о том, на что ты будешь тратить свои призовые деньги? Уже когда у тебя будет время подумать я о том, думал на всегда что их тратить? на будущее, на квартиру нужно когда-нибудь будет купить. Да, в принципе, просто на жизнь, на развлечения, чтобы получать от нее удовольствие. Я знаю, что ты купил бабушке, да, в Херсоне квартиру. Ну, это на самом деле себе вторую. То есть не вторую, а вот просто себе, чтобы жить отдельно. Но по итогу... А ты думал, где ты будешь жить уже, наверное, после Доты? Там Россия, Украина, Штаты, Европы? На данный Европа. момент, если ничего не изменится, это, скорее всего, Москва, потому что этот город для меня идеален. Здесь есть все, что мне нужно для жизни. Вот так вот по щелчку пальца ты можешь оказаться в любом месте. Захотел в квест в 2 часа ночи, поехал с друзьями на квест. Захотел в ресторан, захотел еще куда-то. Просто кальян покурить, там, в 5 утра ты можешь это сделать. Это супер. Вы в прямом эфире. Это Владимир Нун-Миненко, игрок команды Virtus.pro, человек, который мечтает выиграть инт. Мы сейчас говорим с Володей о том, почему он никуда не тратит свои призовые деньги. Но есть ли у тебя, например, какие-то желания, может быть, где-то побывать, куда-то съездить? Да, конечно. Мы вот больше месяца назад были в Таиланде все вместе. Я, Леха, Роджер, наш менеджер, мы просто летали отдыхать. Это был суперский отдых. Я впервые в своей жизни, на самом деле, летал куда-то отдыхать. Вот именно как отдыхать. Завтра поеду в Сочи, опять же, кататься на лыжах со своими друзьями. А куда ты едешь в Сочи? В Роза Хутор или... Да, вроде да. Там какой-то отель есть. Или мы по-моему, Хижину что такое снимаем. Ага. Не очень дорого, но вроде должно быть круто. А ты катаешься на лыжах, на борде? Нет, Ни первый на раз чем. буду. О! Да, они катаются, они меня будут учить, поэтому я буду таким пластом. У меня была точно такая же ситуация. Ты на чем будешь? Не знаю. Скорее всего, они все на сноубордах катаются. Если я выберу лыжи, они меня просто застрелят там на месте. А тебе понравилось в Таиланде? Как так получилось, что ты впервые был в отпуске? Не знаю, я просто всегда играл, и мне не хотелось... Мне не требовался отпуск, потому что я не особо уставал, наверное. Все же горел игрой настолько сильно, что не замечал вот этого вот усталости. А в этот раз я почувствовал опустошенность некую,
после долгого времени на турнирах. И почувствовал, что если сейчас не отдохну, то могу перегореть сильно. Вот как раз о том, что переутомляются люди от большого количества игр. Это вот оно. А вы в отпуске вообще не играли, да? Нет, ты что, я даже в телефон не заходил специально. Ну, то есть не то, что специально, все предрасполагало к этому. Мы сняли себе отель, который не очень крутой, но его фишка была в том, что он как в лесу. То есть там птички поют, там змейки ползают возле тебя, там такие домики. Вот прям вот как хижина такая. И вот мы там отдыхали просто, там даже не было Wi-Fi нормального. И просто наслаждались жизнью. Мне очень нравится этот вопрос. А что такое стрим? Почему про него все пишут? Стрим — это такая вещь, когда ты показываешь свою игру. То есть сейчас, если знаешь, что такое Twitch? Да, конечно. Вот на Твиче все стримят. Twitch — это, в принципе, платформа как раз и для стримов. Это и есть стрим, когда люди показывают, что... Да. Ну ты стримишь? Да, иногда. Меня довольно большое количество людей смотрит, но это делаю редко. Потому что как раз-таки хочу отдохнуть иногда от того, что я играю постоянно и так в доту. Вован, топ-5 героев для апа ММР. Как тебе Нави? Сейчас ОД, Манки Кинг, Антимаг, Фантом Ассасин, Бримастер. Как мне Нави? Они выше, они выиграли квал, они молодцы. А как относишься к мейджору Dream League? В этот раз это будет в Стокгольме. И, надеюсь, это будет намного лучше, чем было в Йончапинге, потому что было, на самом деле, не так круто, как все остальные мейджоры. То есть не тот уровень был. Он был неплох, но вот не то, чего ты ожидаешь от мейджора. Как здоровье Роджера и Алексея 322? Все выжили, все в очень хорошей форме, перезарядились. И... Расскажи, пожалуйста, про эту историю. Ну, они же заболели гриппом сильным, у них было 39,5 температура у обоих. 39,5 это просто хочется умереть. Не, мужчины умирают, когда у них 37,2. Ну Я да, хорошо знаю. это мы знаем, да, проверяли. Вот, и они лежали, они глаза не могли открыть 3 дня. Они ничего не ели, не пили. И, если что, Алексей играл с этой температурой. Ровно с 39,5 он играл матч против ЕГЭ. Он говорит, это было самое худшее 2 часа в его жизни. Но сейчас они в порядке. Сейчас они в полном порядке. Тьфу-тьфу. Видишь ли перспективу в новом составе Винстрайк? В новом сейчас нет. Им нужно менять что-то однозначно, там все очень плохо. Какая зарплата у среднего киберспортсмена? У среднего, я не знаю, как у остальных, но Роман Дворянкин пару месяцев назад на форуме говорил, что зарплата у игроков Virtus.pro не только нас и кейсеров составляет 10 тысяч средняя. Топ-3 мидера в мире. Мэйби, Сумаил и Топсон. Что думаешь о переходе Дэнди в Тайгерс? Это не знаю, честно. Во-первых, он на контракте у Нави все равно, а во-вторых, я не знаю, мне кажется, это какие-то попытки уже... Ну, в общем, это так себе очень выглядит. Как думаешь, когда умрет Дота? Когда в нее перестанут играть? Пока что онлайн растет, поэтому я не знаю. Топ-3 кэрри мира. Рамзес, Ами и... Артизи? Марпл, Маша Ермолина спрашивает. Нет, Ниша, вот. Слушай, ну тут, короче, люди обнаружили, что тут есть Марпл в чате, и все такое началось. А как думаешь, Маша, я просто к ней с большим уважением отношусь, а за счет чего Маша стала такой популярной в киберспорте? Она работала уже на радио, она умеет себя показывать, то есть и умеет общаться с людьми. Это очень важная составляющая, потому что до нее, в принципе, не умели люди это делать. Она стала вот такой вот первой. И при этом у нее очень хороший контент, если именно про Марпл шоу. То есть он необычный, потому что первый, в принципе, такого плана, а это всегда заходит. Эпицентр ждешь? Да, с нетерпением. На домашней сцене поиграть всегда приятно. Киберспортсмены умеют, что называется, пати-хард? Ну, наверное. Вроде да, умеют. Я не знаю, может быть, я там открою сейчас какой-то секрет, но настоящие спортсмены, традиционные спортсмены, они довольно много бухают. Ну, многие из них действительно. Особенно поколение, которое нас чуть постарше. Ну, они так отдыхают, они так снимают стресс, напряжение. Киберспортсмены могут вот прям бухнуть от души? Иногда мы можем себе позволить такую роскошь. В основном это когда в команде есть проблема, ее нужно решить, потому что когда 3 года вместе, есть такая дилемма, что уже общаться-то, по сути-то, и не о чем. Не о чем, абсолютно. И вот алкоголь в этом плане раскрепощает, помогает, веселит, и вы общаетесь на разные темы и решаете конфликты. Почему СНГ Дота помойка? Я вот не согласна с этим. Я тоже не согласен. Вроде СНГ Дота выигрывает все мажоры. И топ-6 на НТ тоже не так плохо. Уже несколько таких вопросов было. Нунчи, когда будешь делать сходки с фанатами в Украине? Мне не нравится этот формат, в принципе.
Поэтому, скорее всего, этого не будет, только если в далеком будущем, когда закончу карьеру. А ты уже делал такие некие встречи Нет. с фанатами? А почему ты это вот такое ощущение, что этого немножко побаиваешься? Не побаюсь, мне это не нравится. Просто встреча с людьми, я очень признателен, что за меня, в принципе, болеют, но мне не нравится формат того, что я встречаюсь с людьми, которых я не знаю, которые меня при этом знают, которые спрашивают какие-то вопросы, которые тянутся ко мне, прям тянутся. А я должен на это отвечать взаимностью, хотя, по сути, я не очень таким желанием со всеми общаться возлагаю, что ли. А если тебе бы предложили слить инт за 10 миллионов долларов, ты бы согласился или твоя цель выиграть инт любой ценой? Вот тут хороший вопрос. 10 миллионов просто достаточно хорошая сумма, ради нее можно задуматься. Слушай, я предлагаю, на самом деле, заканчивать наш стрим. Тебе последний вопрос. Тебе нравится это интервью? Естественно. В прошлом году ты стал MVP турнира в Бирмингеме. Тебе за это полагается Мерседес. Где твой Мерседес? Я не умею водить машину, и в ближайшем будущем не очень хочу, потому что это очень огромное количество времени занимает. В принципе, для меня это немного опасно. В детстве была травма, я повел тачку в 6 лет, я помню, батя дал. Я как погнал, там была траншея, я просто траншея и 6 метров вниз. Я помню, я не знаю, как это получилось, я ровно по ней ехал. Это было не очень, честно говоря, история. После этого у меня травма на всю жизнь, и я так себя к машинам отношусь. А какой именно Мерс? Просто я к чему клоню? Я амбассадор Мерседеса, я, может, хочу тебе помочь машину выбрать. Не знаю, мне кажется, если брать, то брать хорошую тачку. Глэсбери. Самая лучшая машина. Но моя любимая машина... Я прогуглю, я не знаю, что это, но я прогуглю. Это огромный джип. Я сама вожу ГЛА AMG, но я на самом деле фанат. Это моя вторая любимая машина, а первая моя любимая машина – это гелик. Сейчас выпустили гелик, который внутри как С-класс. Может быть, тебе пораньше, захочется забрать такую машину. Ты представляешь, какая модельная линейка у Мерседеса? Не особо. Огромная. То есть ты можешь взять ГЛА, а можешь взять ГЛС. Да. Так я спрашиваю, можешь или нет? А я не знаю, что ты спрашиваешь даже меня, в принципе. Наконец-то я его поставила в положение, в которое он тут ставит меня, все это интервью. Тебе какую машину хотелось в принципе бы? Спорткар какой-то прикольный. Просто гонять там по 240. Когда травма исчезнет. Прокачу. Заметаны. А травмы какие-то у киберспортсменов бывают? Конечно. Какие? Руку иногда может что-то повредить. В принципе, бывают и болезни. У Фира была, который выиграл как раз-таки 5-й инт. На момент, когда он выиграл International, у него был туннельный синдром. Чтобы ты понимал, у нас у коуча есть этот синдром. Я, кстати, не знаю, можно это говорить или нет. Надеюсь, он не расстроится. Но вроде он это рассказывал. И с этим невероятно трудно играть. И бывает, кто-то ломает руку или ногу. Некоторые не приезжают на турниры из-за этого. Помню, Фата на прошлом эпицентре повредил себе руку. Он чуть пальцы там себе не сломал. Ему девушка наступила ногой на руку. Господи, каблуком, что ли? Да, там что-то с этого разряда. Я даже не знаю, как задать этот вопрос, потому что у меня такое ощущение, что Virtus.pro ты действительно счастлив. Но можешь ли ты себя представить когда-нибудь игроком другой команды? Сейчас для меня важно, с кем я играю, потому что это комфорт, это приятно, это в принципе все, что у меня сейчас есть. Если брать как спортсмена, да, я уверен, что я сработаюсь с любым человеком на этой планете. Мне объясняли, что, в принципе, трансферная стоимость киберспортсмена – это его зарплата до конца контракта. В футболе не так. Если отбросить эту тенденцию, как ты считаешь, сколько стоит такой спортсмен, как Нун? За сколько тебя можно было бы купить? Не знаю, лямов 20 баксов. 20 лямов баксов. Нормально. И все, перешел бы в любую команду. Нормальная цена. Можно Так себе это не тебе деньги. Игроки же получают проценты от продажи. Симпла можно на самом деле задорого купить, потому что это кейсер топ-1 сейчас в мире, и я уверен, за него отдали бы большие суммы, вплоть до 5 миллионов долларов. Это мои догадки личные, просто ничего, никаких инсайдерских информаций в этом нет. 4 игрока играют за сборную России, ты играешь за сборную Украины. И вам в марте, если я не ошибаюсь, снова играть друг против друга. Как это вообще? Ты же знаешь этих пацанов как облупленных просто. Это же круто. Это спортивная злость, интерес, подколы каждый друга подкалывает. Это возможность, которая может на что-то даже повлиять в команде, в принципе. Дать какие-то новые
сведения, не знаю, на которые можно опираться. Мгм. То есть, например, я вот посмотрел на то, что они умеют играть даже без меня, понял, что я заменим, как минимум. Это важная информация, потому что из этого можно сделать вывод, что мне нужно намного больше стараться. Как вы относитесь к аналитикам, к журналистам? К аналитикам на самом деле отношение довольно такое. У каждого по-разному. Я знаю, что у нашего колледжа оно очень даже негативное, потому что аналитики иногда позволяют себе лишнего сказать про игроков. Аналитики разбираются в доте, но не так, как игроки, на другом уровне совсем, в принципе. Мне тут на днях объясняли про доту на примере баскетбола. Ну, просто потому что 5 на 5. Какой на самом деле спорт близок к доте? Шахматы. А ты сам играешь в шахматы? Играл раньше в детстве, очень любил. Ну, хорошо даже играл. Я помню, в 6 лет где-то меня батя обучал, он постоянно приходил, такой подвыпивший, садись, сынок, сейчас мы будем с тобой разбирать. Я такой, он ходит сюда. Вот так вот примерно начиналось мое знакомство с шахматами. Потом и по чуть-чуть он очень хорошо играл, он очень умный человек. И я вот даже выиграл когда-то, я не помню. Все знают, что ты, там, в отличие от многих киберспортсменов, обожаешь читать книжки. Твой любимый писатель Эрих Мария Ремарк. Поэтому мой вопрос. «Три товарища» или «Триумфальная арка»? «Три товарища». Книги Ремарка, они, в принципе, не устаревают. И то, что чувствуют герои, мы можем прочувствовать в 21 веке. Да. Вот что тебя больше всего трогает в его книгах? Какие чувства, отношения, что именно? Наверное, это дружеская линия отношений, любовная и, в принципе, все вот этой тяготы того времени. Это вот, я не знаю, как можно лучше описать то время, чем он описывал. А ты, кстати, не ходил в «Современники»? Есть прекрасный спектакль «Три товарища». Сходи, я очень советую, там Чулпан Хаматова играет. Я не схожу, но спасибо, что посоветовал. Почему не сходишь? Я не хожу в театры. Во-первых, потому что нет, соответственно, компания, но, в принципе, я сходил один разок, и мне не очень понравилось, А куда честно ты говоря. ходил? Это было в Херсоне еще. Ну, я все-таки думаю, что как бы уровень московских театров... Я понимаю это. Я же не говорю, что как бы в Москве будет плохо. Я просто говорю, что, во-первых, у меня сейчас нет времени, а во-вторых, и желания нет как такового. Даже если я схожу, именно появится, я все равно, скорее всего, не буду ходить. Вот. А киношку ты любишь? Да, очень. Я огромный фанат кино. О, сейчас мы поговорим. Кстати, у Netflix, я не знаю, слышал ты или нет, но вот один из последних проектов, который они выпустили, называется «Bandersnatch». Это когда ты смотришь фильм и сам выбираешь окончание, да? Да, и при этом главный герой, он пишет компьютерные игры, но 80-х. Я не смотрел это, но мне близка эта идея. Ну, там рейтинги маленькие. Там 6,8 где-то рейтинг. Мне вообще не понравился трейлер, я не стала его досматривать. Мне показалось, что это супер классная идея, да? Очень. Но она находится в настолько зачаточном состоянии. То есть, это неинтересно, когда ты выбираешь, какие хлопья на завтрак будет главный герой все-таки. Как бы тебе хочется управлять персонажем по-настоящему. Да, на самом деле у Netflix все идеи на каком-то невероятном уровне. Мне очень нравится... Я смотрел их несколько фильмов. Они, во-первых, сделали фильм по моему любимому аниме «Тетрадь смерти». Фильм получился супер плохим, потому что они просто все переиначили. Если бы они сделали просто, это было бы очень круто, потому что там хорошие актеры играли. Вот. У них есть очень крутые идеи. Я вот буквально вчера смотрел фильм «Птичий короб». Я почему-то так и думала, что ты его назовешь. На самом деле, я посмотрел трейлер, и мне эта идея просто показалась очень крутой. Кроме Netflix, что еще тебе нравится? Какие сериалы, фильмы? С 2005 года я, наверное, все самые топовые трендовые фильмы, я все пересмотрел вообще, что есть. Огромный поклонник Ди Каприо. Ди Каприо. Да, Ди Каприо. Какой его любимый фильм? Сложно сказать, но, скорее всего, «Волк с Уолл-стрит». Это гениальная картина. А какая тебе нравится актриса? Моя самая любимая – это Рэйчел МакАдамс. Почему? Мне нравится ее внешность и то, как она играет. А какие любимые фильмы с ней? Мой бойфренд из будущего и мой как муж-путешественник. Мой муж-путешественник во времени, вот. Еще дневник памяти есть. Ой, я, кстати, не смотрела, но говорят, что просто надо приготовить много-много салфеток. Ну, так и есть, наверное. Я правильно понимаю, что ты очень такой, ты любишь романтические фильмы, ты любишь Эриха Мария Ремарка. У тебя вообще такое строение души, ты очень такой... Безнадежный романтик. Трогательный, трепетный молодой человек, хотел сказать я. Но я писал это двумя словами. Безнадежный романтик, да? Есть такое. Но, по крайней мере, я так считаю. Может, на самом деле так. Нет. Да, нет, я боюсь, что да. Боюсь.
Существует мнение, что компьютерные игры могут культивировать насилие. Ты согласен с этим или нет? Это очень спорный вопрос, но, честно сказать, я наоборот думаю, что, во-первых, компьютерные игры очень развивают подростков. Это уже давно доказанный факт, что люди, которые играют в компьютерные игры, они более развиты, чем те, кто не играет. И вправду так и есть. То есть они развивают, заставляют думать, логически решать разные задачи и так далее и тому подобное. А вот по поводу насилия, мне кажется, наоборот, когда ты играешь в игру, ты выпускаешь пар. Ты играешь, ты, условно говоря, в GTA играешь, там на тачке поехал, там разнес все, что хочешь. Ты выпустил пар, тебе это понравилось, все. Ты не захочешь это делать в жизни. Ну, то есть, конечно, если тебе не 10 лет, тогда это может повлиять на твою психику. Но это уже должны родители как бы на это влиять, а не игры. То есть родители должны за этим следить. Моя бабушка за этим следила. Она, ну, не то что выдергивала как бы провод, она об этом со мной разговаривала, общалась, узнавала у моих знакомых, как я развиваюсь, в принципе, и за этим следила сама. Я вырос вот, ну, мирным, добрым человеком, который хочет просто наслаждаться жизнью и никому не мешать. Поэтому я не знаю. Как по мне, это вот суждение по играм, оно очень ошибочное. Как зовут твою бабушку? Ольга Ивановна Рыцарева. Ольге Ивановне большой привет за то, что она вырастила такого человека. Я обычно в конце своим гостям что-нибудь дожелаю. Я тебе, конечно же, пожелаю в этом году выиграть Инт, а если ты не выиграешь его в этом году, ничего страшного. Значит, выиграешь его в следующем году. И так год за годом. И так год за годом, да. Год сурка. А потом встретимся и поговорим. Ты первый киберспортсмен, с которым я разговаривала. Мне приятно, что я первый. Мне дико понравилось. А с кем из киберспортсменов я еще должна сделать интервью, как думаешь? Со всеми ребятами из моей команды. А про других не знаю, я с ними не играл, не знаю, какие они люди. Ну хорошо, тогда ждите в Командосе еще кого-нибудь с Virtus.pro, обязательно сделаем. С вами была Маша Командная, это шоу «Командос». И помните, что у вас есть возможность выиграть футболку с автографом Нуна. Для этого вам нужно подписаться на канал, лайкнуть видео, а еще написать в комментариях вопрос, который покажется Нуну интересным. И помните, I'll be back.